All right. My name is Barry and I'm an alcoholic. Меня зовут Бари, я алкоголик. I've been clean and sober since January the 10th of 1999, and for that I'm very grateful. Я чистый и трезвый с января 1999 года, и я полон благодарности за это. And I want to thank you for inviting me to speak today. И я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы меня пригласили здесь поспикерить. And so I understand that this meeting is on the fourth dimension. Как я понимаю, это группа о четвертом измерении. And so we'd like to go ahead and just read those two paragraphs out of our book now. И мы сейчас прочитаем, где это говорится в нашей книге. Can you please tell me where it is? Because I didn't know it was the fourth dimension. I thought it was step 6 and 7. Oh, it is step 6 and 7. I'm sorry. Okay, so which exactly paragraphs you want me to read? In that case, forget about reading. I'm sorry. No, it's fine. I have it right here in the book. If you want me to read step 6 and 7, you want me to read these two paragraphs about step 6 and 7? Yes, if you can. Sure. Теперь мы зачитаем шаги 6 и 7 из большой книги. Если ответы на эти вопросы удовлетворяют нас, то мы... Sorry. Forgot to turn on my phone. Если ответы на эти вопросы удовлетворяют нас, то мы можем перейти к 6-му шагу. Мы везде подчеркивали, что без желания нам не выздороветь. Готовы ли мы к тому, чтобы Бог освободил нас от всего, что мы считаем нежелательным для нас? Может ли Он освободить нас от всего этого? Если мы все еще не хотим освободиться от всего плохого в нас, то мы просим Бога помочь нам обрести это желание. Когда мы готовы, мы говорим примерно следующее. Я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, чтобы выполнить твою волю. Аминь. Таким образом завершается 7-й шаг. Thank you. And the steps that it described there talk about our desire to have our shortcomings removed from us. И в этих шагах говорится о нашем желании, чтобы наши недостатки были выкорчеваны из нас, удалены. And there are as many definitions as to what a shortcoming is in Alcoholics Anonymous as you can possibly imagine. И в анонимных алкоголиках существует не безграничное количество определений, что такое недостатки. In Alcoholics Anonymous, we often joke that these things are like the 7 deadly sins. В анонимных алкоголиках мы часто шутим, что эти вещи как 7 грехов мира, света. My personal joke is that I like to describe them as anger, lust, and the 5 other boring ones. Моя личная шутка, как я люблю их описать, это злость, это вожделение, а остальные это 5 скучных грехов. Reality is that my defects of character are far more subtle than I'm prepared for. Но что по-настоящему является, что мои дефекты, они намного более незаметны, чем то, к чему я готов, чем то, что я думал. My defects of character are things that I think that I need in order to live inside this world. Мои дефекты – это те вещи, которые, я думаю, нужны мне для того, чтобы жить в этом мире. Years ago, there was a great basketball coach in America named John Thompson. Много лет назад в Америке был великий баскетбольный тренер, которого звали Джон Томпсон. When he was asked about a scandal, he said that the desire to earn all the money is an idea that helped build this country.
Когда его спросили, when he was asked about the scandal, Yes, he was asked about a scandal that was in the news at that time. окей, когда его спросили о скандале, там какой-то скандал, я не знаю, он не говорит, он сказал, что эта страна построена на желании заработать деньги. But he said that that desire for all the money is also the mentality of a lot of people in jail right now. Но также вот этот менталитет имения денег, приобретения денег, это также менталитет многих людей, которые сейчас в тюрьме. The thing that blocks me off from the spiritual experience is not something physical about isolation or my condition in life. Вещи, которые блокируют меня от духовного опыта, это it's something isolated, you said, or it's not something isolated? Yes, the thing that blocks me from the spiritual experience is not something physical or that isolates me in life. То, что меня блокирует от духовной силы, это не что-то изолируемая какая-то физическая сила, какой-то физический барьер. It is my internal sense of loneliness and not belonging that blocks me off from others. Это мое внутреннее ощущение одиночества и непринадлежности, отчуждения. Это то, что блокирует меня. It is my conviction that if I have certain things in life, I will be happy. Это моя убежденность в том, что если у меня будут определенные вещи в жизни, то я буду счастлив. It is my belief that I am being judged, and because of that, I cannot be vulnerable in front of other people. Это моя вера в то, что меня судят и осуждают, и это не позволяет мне быть комфортным в среде других людей. The thing that stands between me and my spiritual experience is my feeling of being unconnected. То, что стоит между мной и моим духовным опытом, это ощущение, что я не присоединен, это ощущение отчужденности. The very first step of our program describes us as powerless over alcohol. Первый шаг нашей программы описывает нас как беспомощными перед алкоголем, силу перед алкоголем. And having acknowledged that, I've then spent the rest of my life acknowledging how powerless I am over the world around me. И can you repeat that? It's a little difficult to hear you. Okay. Oh, I'm sorry. Here, I'll try and get a little bit closer. And I've spent the rest of my life acknowledging how powerless I am of the world around me. И я провожу оставшуюся свою жизнь, осознавая, как беспомощен я перед жизнью и миром вокруг меня. I have spent my entire life convinced if I could manage life well, I would be happy. Я бы потратил всю свою жизнь, что если я могу управлять этим миром так, как я хочу, то я буду счастлив. And one of the primary ways I try to manage life is to make sure I am not being judged by people around me. И одна из основных вещей, с помощью которых я пытаюсь управлять своей жизнью, это сделать так, что люди меня не судят. In the 12 and 12, Bill Wilson describes how we like to let greed masquerade as ambition. В книге 12.12 Билл описывает, как мы пытаемся жадностью маскировать наши амбиции. He describes how we like to take our imaginary sex ideas and dress them up in dreams of romance.
Он пишет о том, как мы пытаемся взять наши сексуальные идеи и мечты и преподнести их как идею романтики и любви. He describes how sometimes we like it when someone angers us because it gives us a feeling of superiority. Он пишет о том, что иногда нам нравится, когда кто-то нас злит, потому что эта злоба дает нам ощущение превосходства. All of these things can produce ideas in me that are just as intoxicating as alcohol is. Все эти идеи могут породить те идеи, ощущения, которые также пагубные, как алкоголь. All of these things, I can get lost in the moment. Во всех этих вещах я могу забыться в этом моменте, я могу потеряться. And if I'm being honest about my defects of character and what they do for me, Но если я буду честен о том, что мои дефекты характера делают со мной, sometimes I can say they're everything besides alcohol that also gets me high. то я должен иногда признавать, что это те вещи, которые кроме алкоголя тоже дают мне вот этот хай, вот этот подъем, вот этот запой. When I was doing my fourth and fifth step, I became aware of a constant theme. Когда я делал четвертый и пятый шаги, я начал осознавать одну постоянную вещь. I became aware of how it was that I was always sort of afraid of everything around me. Я начал понимать, как я в какой-то мере все время боялся того, что окружает меня. Everything around me, if it went wrong, I knew would somehow be my fault. Все, что окружало меня, если что-то шло не так, я был уверен, что это моя вина. In school, I was always terrified of being the one who looked stupid and didn't know what he was doing. В школе я всегда боялся быть тем человеком, который, кажется, не знает, что он делает, и выглядит глупо. In my home, there was always a lot of anger. У меня в доме всегда было много злости. And if you're a child raised in a home with a lot of anger, you always feel guilty. И если вы ребенок, который вырос в доме, где много злобы, вы всегда ощущаете, вы думаете, что вы виноваты. A child raised with a lot of anger will lie to avoid punishment. Ребенок, который вырос в доме, где много злобы, будет врать и обманывать, чтобы избежать наказания. A child raised with a lot of anger is convinced love and affection are something you have to earn, not be deserved. Ребенок, который вырос в доме, где много злости, будет верить, что любовь и доброта – это что-то, что нужно заслужить, а не то, что просто это существует и нужно получать. Child raised with anger will always fear confrontation with friends. Ребенок, который вырос в таком доме, будет всегда бояться конфронтации с друзьями. And that is how it is that my mind functions in 6 and 7. И вот так вот мой разум работает в шагах 6 и 7. My mind is always afraid and always on the lookout for something to go wrong. Моя голова всегда, мое мышление, мои мозги всегда боятся и всегда ищут что-то, что может пойти не так. Years ago, there was a great boxer named Mike Tyson. Много лет назад был великий боксер Майк Тайсон. Mike Tyson had physical power and fury that no other boxer could match.
У Майка Тайсона была потрясающая физическая сила и ярость, которую ни один другой боксер не мог противостоять этому. But Mike Tyson did not have very long arms. Но у Майка Тайсона были короткие руки. When other boxers learned that they could take advantage of this, they began to defeat him. Когда другие боксеры поняли, что они могут воспользоваться этим недостатком у Тайсона, они поняли, как можно его победить. And soon a man that looked invincible was being defeated often. И вскоре человек, который выглядел непобеждаемый, был часто побежден. My alcoholic mind is much like Mike Tyson when he was powerful. Мое алкогольное мышление очень похоже на Майка Тайсона, когда он был непобедим. For all of my intelligence and my willpower, I still have one glaring weakness. Но несмотря на на весь мой интеллект и на все мои другие плюсы, у меня есть один громадный недостаток, слабость, одна большая слабость. My mind does not want to be present. Мой разум не хочет находиться в настоящем. Through daydreaming or fantasizing, I want to be able to escape. Через мечтание и фантазерство я пытаюсь убежать от реальности. And alcoholism understood this weakness and took advantage of it. И алкоголизм увидел эту слабость и воспользовался ей полностью. I was pursuing either the high produced by drugs and alcohol, Я гнался либо за кайфом, который я получал от наркотиков и алкоголя, or I was pursuing some way to manage and control the world around me. или я гнался и старался подстроить мир под себя. My efforts to control the world around me led to destruction. Мои попытки контролировать мир вокруг меня привели к разрухе. Because I became obsessed with managing that instead of actually building myself. Потому что я стал одержим этим управлением, чем вместо того, чтобы строить самого себя. I often had the experience of being one of the hardest workers at my workplace. У меня часто была репутация одного из самых трудолюбивых людей в местах моей работы. I wanted my employers to see me as someone powerful and perfect. Я всегда хотел моих работодателей видеть меня как всесильного и идеального. When I did something that was very good that my employers liked, I always felt like I was on the top of the mountain. Когда я делал что-то, что моему работодателю нравилось, я всегда чувствовал, как будто я на вершине горы. But there's always a trap in that kind of mindset. Но в такого рода мышлении всегда есть ловушка. Because when I did something and they did not recognize it, I always felt like I'd been hit in the stomach. Потому что если я сделал что-то, и это не заслужило какого-то признания, у меня было такое ощущение, что меня ударили в живот. I placed a lot of my self-worth into the opinion of other people. Я позволил и дал своей самооценке, отдал свою самооценку в руки других людей. And that made me vulnerable whenever their opinion was taken away from me. И это сделало меня уязвимым, когда
это мнение не сходилось с тем, что я хотел. I thought that I was manipulating other people with how I acted towards the world. Я думал, что я манипулировал других людей тем, как я вел себя по отношению к миру. But in reality, I was making myself vulnerable to manipulation by them. Но на самом деле я себя сделал уязвимым по отношению к ним. When I was putting my faith into other people and putting my faith into alcohol, I was creating higher powers. Когда я вкладывал свою веру в других людей и в алкоголь, я создавал высшую силу. And these negative higher powers were always going to stand between me and a spiritual experience. И эта негативная высшая сила всегда стояла между мной и духовным опытом, духовными силами. I was never going to be able to be happy trying to control what others thought of me. Я никогда не мог бы быть счастливым, пытаясь управлять тем, что другие подумают обо мне. I had to admit to myself that I enjoyed these defects of character. Я должен был признаться себе, что мне нравились эти недостатки моего характера. I liked the feeling of superiority produced by anger. Мне нравилось чувство превосходства, которое я получал как результат злости. I liked different fantasies because they were nicer than dealing with the real world. Мне нравилось фантазировать, и я любил свои фантазии, потому что мне это было приятнее, чем жить в реальном мире. I liked rationalizing and justifying things when I was wrong. Мне нравилась рационализация и оправдание вещей и моих поступков, когда я был неправ. But following these defects of character made me into a person that I hated. Но следование этим дефектам характеров превратили меня в человека, которого я стал ненавидеть. In order to achieve the fourth dimension, I have to undo 3 different things in my thoughts. Для того, чтобы достигнуть четвертого измерения, мне нужно избавиться от... You said undo 3 things? I had to undo 3 things. Мне нужно избавиться от 3 вещей в своем мышлении. I had to stop making other people my higher power. Я должен был перестать делать других людей своей высшей силой. I had to stop resenting myself for all of the problems in my life and blaming myself. Я должен был перестать винить себя и злиться на себя за те вещи, которые происходят неправильно. And I had to discover what inside myself I could use to help other people. И мне нужно было найти в себе то, чем я могу пользоваться для того, чтобы помочь другим людям. The appendix on spiritual experience says that we will find an unsuspected inner resource. В приложении о духовном опыте написано, что мы найдем источник, который был нам незнаком. When I looked back on my 4th and 5th step, I realized that there were some positives to me. Когда я возвращался и просматривал свой 4-й и 5-й шаг, я увидел, что были какие-то позитивные вещи во мне. I realized that my desire to help other people was genuine, even if I wanted credit for it. Я увидел, что мое желание помочь другим людям было искренним,
несмотря на то, что я хотел за это какой-то кредит и благодарение. I had always felt guilty about things that I had done that had hurt or upset other people. Я увидел, что я всегда чувствовал себя виноватым, если я сделал что-то, что повредило или причинило ущерб другим людям. But I did begin to see that I had a lot of empathy for what other people were going through. И я увидел, что у меня было много симпатии к тому, что переживали другие люди. Сострадания. And I could use that empathy to help other people. И я мог использовать вот это сострадание для того, чтобы помочь другим людям. When I was going through my fourth and fifth step and I saw things that I was very ashamed of, Когда я просматривал свой четвертый и пятый шаг и видел вещи, которых я очень стыдился, those were things that a newcomer in Alcoholics Anonymous might need to hear about. это были те вещи, которые новичок в анонимных алкоголиках, возможно, должен услышать. One of the greatest things my sponsor had done for me was his ability to listen non-judgmentally to my fourth and fifth step. Одна из самых классных вещей, которые для меня сделал мой спонсор, это выслушать меня, не осуждая во время моего четвертого и пятого шага. I began to understand that other people had suffered the same way I had suffered. И я начал понимать, что другие люди страдают так же, как страдаю и я. I realized there were other people who had to show off because they were also afraid of being judged less than. Я понял, что есть люди, которые также пытаются вести себя определенным способом и выпендриваться, потому что они боятся, что их будут судить и подумают о них плохо. I realized that there were other people who had also been victimized by anger and resentment their entire lives. И я также понял, что есть другие люди, которые всегда чувствуют себя жертвой из-за резентментов, обид и то, что думают другие. I began to understand that other people who had trouble with sexual promiscuity and how incredibly lonely they actually felt. Я также понял, что есть и другие люди, которые страдают от сексуальной развязанности, такого поведения, но на самом деле они чувствуют себя одинокими. I began to understand how other alcoholics had also desired not to drink, but had still drank again. Я также понял, как другие алкоголики, которые не хотят пить, но продолжают пить. This is what the step 7 prayer means. И это то, что значит молитва седьмого шага. It asks me to remove every defect which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Она просит меня убрать дефекты характера, которые мешают мне быть полезным для моих товарищей. And if these defects can make me more humble and more compassionate, и если эти дефекты могут меня сделать более смиренным и более сострадательным, if I can see how it is that other people have suffered also, если я могу видеть, как другие люди тоже страдают, then I can help other people with what I've been through. то я могу помочь другим людям благодаря тому, что пережил я. That was how it is that the defects were going to help me. И вот так мои дефекты могли помочь мне.
when I realized that fulfilling these defects of character was not a way to find happiness in life. Когда я осознал, что удовлетворение моих недостатков характера – это не способ для достижения счастья в жизни. That helped me get rid of these negative higher powers. Это помогло мне избавиться от моих негативных высших сил. I began to see what it was that I really wanted. И я начал видеть, что я по-настоящему хотел. When I spoke freely with people in Alcoholics Anonymous, I realized that I did not just want sex. Когда я свободно разговаривал с людьми в анонимных алкоголиках, я понял, что я не просто хотел секс. I began to realize that I wanted true empathy and fellowship with other people. Я начал понимать, что я хотел сострадания и настоящего контакта с другими людьми. A feeling of being loved and belonging was the antidote to my loneliness. Ощущение, что меня любят, и ощущение принадлежности было антидотом, антиядом для ощущений моей отчужденности. I began to understand that greed and ambition were not the path to happiness either. Я начал понимать, что жадность и амбиции – это не путь к счастью. But instead, helping other people gave me a sense of purpose about my life. И вместо этого я понял, что помощь другим людям дает цель в моей жизни. The fear inside of myself was never going to be banished away from me forever. Страх внутри меня никогда не исчезнет навсегда. But if I followed through on step 7, I could replace that fear with a sense of purpose and value. Но если я следую седьмому шагу, я могу этот страх заменить вещами, у которых есть цель и ценность. I once heard of clergymen defining the difference between faith and hope. Я как-то слышал одного работника церковного, который объяснял разницу между верой и надеждой. Hope was a sense that feelings could get better. Надежда – это были ощущения, чувства, что вещи станут лучше. Faith was not the feeling that things would necessarily get better. Вера – это не совсем обязательно, что это было ощущение, что вещи станут лучше. Faith was the belief that there would be a purpose and a value and a meaning behind what we were going through. Вера – это было то, что будет цель и значение и понимание того, что мы переживаем. And every time a dear friend of mine is in pain and they choose to call me for help, И каждый раз, когда мой дорогой друг находится в боли, и я получаю звонок, then the things I've been through in my life have meaning. в этот момент вещи, которые я пережил в своей жизни, начинают приобретать смысл. My sponsor is Blind Dave. Мой спонсор слепой Дэйв. And he likes to remind us that everything in this program is meant to help us work the 12th step. И он всегда напоминает мне, что все в этой программе для того, чтобы помочь мне делать 12-й шаг.
I do not work these things to have a spiritual experience just for myself. Я не делаю шаги и не занимаюсь программой для того, чтобы приобрести духовный опыт только для себя. I do my nightly review so that I can notice where my selfishness and self-centeredness come up. Hello. I'm sorry, can you hear me? No, I Okay. heard nothing, sorry. Okay. I don't do these things. I'm sorry. You were talking about nightly review. That's where you Okay. dropped off. I do my nightly review to find my selfishness and self-centeredness. Я занимаюсь вечерней инвентаризацией для того, чтобы обнаружить свой эгоизм и свой эгоцентризм. And every time I do step 10 and 11 like that, they will send me back to step 6 and 7. И каждый раз, когда я делаю шаги 10 и 11 в такой манере, они меня возвращают к шагам 6 и 7. Because step 6 and 7 will show me how selfishness and self-centeredness keep me from being happy. Потому что шаги 6 и 7 покажут мне, как мой эгоизм и эгоцентризм предотвращают мое счастье от того, чтобы я был счастлив. Step 6 will teach me how it is I have attitudes and expectations about life that are unreasonable. 6 шаг показывает мне, как у меня есть ожидания и предвкушения для жизни, что жизнь должна мне дать, которые нереальные. Step 6 shows me that my thoughts can be very dark on the inside. 6 шаг показывает мне, что мои мысли могут быть очень темными внутри моей головы. On the outside, I will often do anything to help someone else. Но снаружи я часто сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь кому-то. It will show me how I will loan someone the shirt off my back sometimes. Это мне покажет, как я готов отдать последнюю рубашку со своих плеч. And I will never tell them that they owe me. И я никогда им не скажу, что они должны мне. But in the back of my mind, I will always remember that they owe me. Но внутри моей головы я всегда буду помнить, что они мне должны. That tendency to have a hidden motive in things is the killer of my joy and happiness. Вот эта тенденция иметь скрытые мотивы в моих поступках, это тормоз для моего счастья и удовлетворенности. And in step 7, I learned to put something else in its place. В 7 шаге я учусь что-то вместо этого, заменить это чем-то другим. Step 7, I saw people who handled chaos and calamity, and I told myself I want to be like that. В 7 шаге я видел, как люди справлялись с хаосом и беспорядком, и я себе сказал, я хочу быть таким же. I saw people who discussed their resentments and were able to let go of their anger. Я видел людей, которые обсуждали свои резентменты, и им удавалось избавиться от своей злости. I saw how it was that people who were able to go through bad times were able to handle themselves. Я видел, как люди переживали тяжелые времена, но они с этим прекрасно справлялись. They often acknowledged fear, but did not let it control them. Они часто признавали страх, но не позволяли ему контролировать их. They didn't have this because they were perfect. У них не было этого, потому что они были идеальны.
They had this because they were honest about what fear did to them on the inside. У них это было, потому что они были честными, говоря, признавая то, что страх делал с ними внутри. And they made the decision that they wanted to be something other than that. И они приняли решение, что они хотят быть другими. Many times I saw parents and family members who were able to show unconditional love. Я часто видел людей и членов семьи, которые готовы проявлять безграничную любовь. And I told myself, that is what I want to have in my life also. И я сказал себе, это то, что я хочу, чтобы было и у меня в жизни. I began to see how it was that I had stood in the way of my own happiness. И я начал видеть, как я сам стоял на пути, как преграда для своего же счастья. I saw that I had always wanted to be seen as the smartest and most powerful person in the room. Я увидел, как я всегда хотел, чтобы меня видели, чтобы обо мне думали как о самом умном и о самом сильном человеке в комнате. And I began to see how much of my happiness that desire had cost me throughout my life. И я начал видеть, как много счастья вот это желание стоило мне, в моей жизни. The fourth dimension is defined in physics as the passage of time. Четвертое измерение физики описывается как проход времени. Our ninth step promises say we can match calamity with serenity. Обещания 9-го шага говорят о том, что мы сможем встретить беспорядок с спокойствием. Those promises say we will handle situations which choose to baffle us. В этих обещаниях написано, что мы будем знать, как управлять вещами, которые раньше озадачивали нас. The promises ask us, have we packed what we can into the stream of life? Эти обещания спрашивают, say it again, please. Have we packed what we can into the stream of life? How we pack? Have we packed all that we can into the stream of life? Как мы засовываем все эти проблемы, как мы справляемся с этими проблемами в течение жизни. And tell us that the most useful years of our life lay ahead of us. И говорят о том, что самые полезные годы нашей жизни находятся впереди нас. And that is what it is that I was able to get out of a spiritual experience. И это именно то, что удалось мне извлечь из духовного опыта. When I am able to work the steps inside of my life, Когда я могу жить по шагам в своей жизни, I find myself living forward in my life. я вижу себя, как я живу вперед, в будущем. I do not have the constant regret and remorse. У меня нет постоянного сожаления и оправданий, That makes me a prisoner of my past. которые делают меня заключенным моего прошлого. When I see the bad things in my life as a reason to have compassion and humility, Когда я вижу плохие вещи в своей жизни, это причина быть сострадательным и смиренным. then I am no longer haunted by my life that I led. Тогда меня не преследует мое прошлое. These things become what the newcomer needs to hear from me. Эти вещи становятся тем, что новичок должен слышать от меня. And that becomes how it is that I can be helpful to them and to my fellows.
И это превращается в то, как я могу быть полезным для моих друзей. The lesson that I learned in Alcoholics Anonymous can happen on page 124. Урок, который я выучил в анонимных алкоголиков, может произойти. Hold on one second, I have to now translation. Page 124, you said? Page 124. The family The afterwards. family afterwards. Yes. One second. Он говорит о том, что то, что он нашел в обещаниях, это то, что мы находим в большой книге, в главе «Заглянем в наше будущее». Which paragraph are you talking about? We're just going to read one sentence. Yeah, okay, which one? The one that starts, in God's hands, a dark past is our greatest possession. Okay, hold on a second. Я сейчас пытаюсь, ребята, найти это предложение здесь. Ладно, я не могу сейчас, не буду тратить времени, но это предложение звучит так. В руках Бога наше темное прошлое является самым прекрасным наследием. What I learned was that the lesson of Alcoholics Anonymous. То, что я выучил, это то, что урок анонимных алкоголиков. AA didn't promise me that bad things were never going to happen to me. Анонимные алкоголики никогда мне не обещали, что плохие вещи перестанут со мной случаться. Alcoholics Anonymous promised me that I never have to go through anything alone ever again. Анонимные алкоголики обещали мне, что я никогда не буду переживать что-то в одиночестве. And for that, I'm very grateful. И за это я полон благодарности. And I'd like to open it up if anyone does have questions or comments. И на этом я заканчиваю и готов ответить на ваши вопросы, если у кого-то они есть. Спасибо большое, Бари. Поблагодарим спикера за его. Я зачитаю несколько объявлений, и мы продолжим. Окей, Бари? We'll just go through the announcements real quick, and then we'll continue. Друзья, для напоминания, 12-я традиция гласит: анонимность, духовная основа всех наших традиций. Все, что ты увидел, услышал здесь, должно остаться здесь. 7-я традиция гласит: каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы, новых друзей и гостей. Просьба не жертвовать. Ссылку мы сейчас выложим в чате на 7-ю традицию. Объявление. Друзья, со следующей недели мы здесь начинаем новый, очередной наш такой мини-проект, который будет называться «Эмоциональная трезвость. Четвертый завет». Это будет серия из 3 встреч, которые нам проведут Саша, Че и Лена Н. Из Гавайев, да, это будет 3 субботы. Эмоциональная трезвость, Четвертый завет. Это будет интересная тема. Всем добро пожаловать. Это же место, это же время. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите ваши вопросы в чате. Зададим их в Бари. Да, Бари попросил извинения, он на секундочку там отходит. Сейчас он вернется. А пока что я нашел это предложение, о котором он говорил, это которое вот важное, ключевое. Вы меня слышите, ребят? Да. У меня все... Окей. О котором он говорил, это вот в этой книге, это страница 120, в главе «Новые отношения в семье», глава 9.
это предложение, вот это, в руках Всевышнего наше темное прошлое превращается в величайшее достояние, ключ к жизни и счастью других. Вот, это вот он про это предложение говорил. Сейчас он вернется и с Божьей помощью двинемся вперед. Спасибо. Там вверху есть прошлое, алкоголь, это становится основным достоянием семьи, часто к тому же единственным. Юмор было. Вот. Бари вернулся. У нас есть 3 единички от Светланы. Пожалуйста, друзья, голосом задавайте ваши вопросы коротко, по теме. Пожалуйста, Светлана, задавай вопрос. Да, спасибо большое за спикерскую. У меня вопрос такой. Четвертое измерение. Что для тебя значит вот, понятие, когда ты находишься в программе? Спасибо. Спасибо. Barry, the question comes from Svetlana. What does it mean, the 4th dimension for you in the program of Alcoholics Anonymous? The 4th dimension for me means that I often live in the present right now. That you often live in the present right now? Live in the present. Светлана, ответ такой. 4-е измерение для Барри значит часто находиться в настоящем моменте. The way that my mind often works naturally is that I am a prisoner of the past. Мое мышление часто работает в таком направлении, что я становлюсь заключенным своего прошлого. When I come into a bad situation, I remember things from the past and I'm haunted that, oh no, this is going to go bad also. Когда я встречаюсь с какой-то плохой ситуацией, неприятной для меня ситуацией, я сразу вспоминаю что-то плохое из прошлого, и я начинаю думать, о нет, сейчас это опять будет так же плохо, как в тот раз. I walk up to a family member and I just remember how I embarrassed myself in front of them in the past. Я могу подойти к какому-то члену семьи и вспомнить, как я себя опозорил в прошлом. Or I do the opposite in some situations. В некоторых ситуациях я делаю противоположное. I remember how I looked good at some point in the past, and so I want to impress this person. Я вспоминаю, как я хорошо выглядел в данной ситуации в прошлом, и теперь я пытаюсь произвести хорошее впечатление на этого человека. Whether I live in the past or in the present, В зависимости от того, если я нахожусь в прошлом или настоящем. I'm sorry, I made a mistake. I meant to say whether I live in the past or in the future. Извиняюсь, ошибка. Я хотел сказать, если я живу в прошлом или в будущем. I am still a prisoner of my ego. Я заключенный своего эго. Reminding myself that I have a responsibility to whoever I'm interacting with right now keeps me in the present. Напоминая себе, что у меня есть обязанность перед тем человеком, с кем я сейчас общаюсь, помогает мне находиться в настоящем. Page 132 references happy, joyous, and free. На странице в английском варианте 132 речь идет о счастливой, свободной и радостной. Радостный, счастливый, свободный, да? And the 4th dimension to me often means the ability to be free like that. И 4-е измерение часто для меня значит быть вот свободным, как вот это определение нам говорит.
Спасибо, Бари. Тут в чате нам Спасибо большое за ответ. Настя, Svetlana, thanks you. Thanks for the answer and your your speech. Настя нам выложила большое спасибо Мартина Хайдеггера в чате. Здесь есть описание 4 измерений по Мартину Хайдеггеру, поклонником которого был Билл Уилсон, один из его любимых философов. Там есть все 4 описания 4 измерений. Мартин Хайдеггер, да. У меня есть тоже вопрос к Бари. Спасибо тебе, во-первых, за прекрасную спикерскую. Много чего отозвалось. Вопрос, вот ты упоминал про секс как некий инструмент именно сближения с другими людьми. Ну, заполнить вот этот вот пробел, да, то есть вот это вот, да. Скажи мне, я встречаю очень многих алкоголиков среди моих подспонсорных и не только. Люди, которые говорят и ищут ответ вот на свои проблемы с беспорядочными сексуальными отношениями и все вот это вот, они смотрят на это как на вторую зависимость. Люди идут в сообщество сексоголики, анонимные сексоголики, всякое такое. То есть сама по себе эта вот проблема, это скорее проблема именно моего алкоголизма. Боря, ты сможешь это перевести, что я договорил? Виталик, от тебя я не ожидал таких пакостей, но я постараюсь. The question comes from the live room. Vitalik is asking that sex was mentioned as a tool, as an instrument, which was used to feel connected to other people. And Vitalik says that he comes across some sponsees and other people in the program who use sex indiscriminately, and they exaggerate with sex, probably for the same purpose, and they end up going to other programs like sex addicts, I don't know, whatever other programs have for people, you know, with sex issues. So his question is, do you think it's alcoholism related thing only and can be treated in AA? My problems with sex and relationships are mainly treated through AA. Our problems, you're saying? My problems. Your problems. Yes. Сексуальная проблема Бари, анонимные алкоголики помогли Бари с сексуальными проблемами. Вот так вот, наверное. Okay. There are other programs such as Al-Anon, Codependence Anonymous, and Sex and Love Addicts Anonymous, which also help us with these things. Окей. Ну, да, есть другие программы, Al-Anon, созависимые, секс и любовь зависимые, которые также могут помочь с этими вопросами. Years ago, a girlfriend of mine was in psychoanalysis with a professional. Несколько лет назад моя подружка была в терапии, психоаналитической психотерапии. And she was told by her psychoanalyst that if you do not feel loved by your mother as a child, that is a hole that can never be filled. И этот психоаналитик сказал ей, что если ты не чувствовала любовь, материнскую любовь, когда ты была ребенком, то эту дыру ты никогда уже не сможешь заполнить. My personal experience was that I did know that my mother loved me. Мой личный опыт был в том, что я знал, что моя мама любила меня. But I also knew from a very young age that I was not the favorite child. Но я также знал
с самого раннего возраста, что я не был любимым ребенком. То есть любимым, как фаворитным ребенком, вот так вот. Там, видимо, несколько детей было. Okay, sorry. Continue. No problem. Thank you. A consistent idea I had in my life was that love and affection were things that you have to earn, things that you don't just deserve. Постоянная идея, которая меня преследовала в моей жизни, это то, что любовь это та вещь, которая должна быть заслужена, а не та вещь, которая просто она должна присутствовать в этом мире. Sorry, just I lost my train of thought. That love has to be earned and not something that you just deserve. And in Alcoholics Anonymous, I was told I needed to find a higher power. В анонимных алкоголиках мне сказали, что мне нужно найти свою высшую силу. An old lady at one of my very first meetings told me my higher power need to be some source of unconditional love and forgiveness. Одна пожилая женщина в самом начале моего пути сказала мне, что моя высшая сила должна быть каким-то источником беспричинной любви, безграничной беспричинной любви. And I needed to be able to give myself over to that. И я должен был быть готов передать себя этой такой высшей силе. I had to recognize that I had a lifelong feeling of loneliness and isolation. Я обязан был признать, что у меня были постоянные ощущения одиночества и изоляции. And it was actually working with my sponsor and sponsees that helped me build real and powerful relationships with other people. И работая со своим спонсором и своими спонсируемыми, мне удалось построить крепкие отношения с другими людьми. Being emotionally honest and emotionally intimate with other sponsees in Alcoholics Anonymous taught me the lessons. Эмоциональная честность с моими спонсируемыми и с другими людьми в анонимных алкоголиках научили меня этому. They taught me how to be the boyfriend, the brother, and the son that I always should have been. Они научили меня, как быть братом, сыном, таким, каким я должен быть. I learned how to be honest and kind at the same time. Я научился, как быть честным и добрым одновременно. If you have other problems with sex and relationships, then you should seek those programs as well as Alcoholics Anonymous. Если у вас продолжают преследовать проблемы сексуального характера, то, возможно, кому-то и следует проверить другие программы, которые занимаются этим более фокусированно. Thank you. Окей, спасибо, Бари. У нас вопрос от Татьяны. Благодарит за спикерскую и вопрос, что сейчас помогает быть здесь и сейчас, и какова практика 11-го шага медитации? Okay, the Barry question is coming from the chat room. Tatiana is asking, first of all, thank you very much for your share. What helps you today to be present? And what kind of 11-step practice and meditation do you exercise? I try my best to do daily reviews. Я стараюсь ежедневно проводить инвентаризацию. I try to be honest with myself and notice whenever I'm upset or disturbed about something. Я стараюсь быть честным с самим собой и замечать, когда что-то меня беспокоит. When I'm writing about something that's disturbing me,
I almost always find that I have some expectation in this program. Когда я встречаюсь с чем-то, что меня беспокоит, я чаще всего замечаю, что у меня есть какие-то ожидания. And I do not stop writing usually until I find out what my part in something is. И я обычно не перестаю писать эту инвентаризацию, пока я не докопаюсь до того, в чем моя часть вот этой обеспокоенности. Many times my part in something is just not letting it go. И часто моя часть это просто то, что я не могу что-то отпустить. There are small things in my past that are very powerful in my life because I won't stop thinking about them. Есть какие-то маленькие вещи в моей жизни, но они становятся очень мощными в моей жизни, потому что я никак не перестану о них думать. One of the things I have to do is read a lot of this literature. Одна из вещей, которые я обязан делать, это читать много нашей литературы. And a lot of times after I read the literature, I'll go on a long walk at night and think about what it is that I've read. И часто после того, как я прочитал нашу литературу, я пойду на удлиненную прогулку вечером, где я буду думать о том, что я прочитал. The walks I go on are very slow and very meditative and take about an hour. Эти прогулки, они очень медленные и медитирующие, и занимают примерно час. And often if I do those, I'll find myself thinking about something from a very different angle than I originally had. И часто, когда я нахожусь на такой прогулке, я обнаруживаю, что я начинаю думать о вещах с другой стороны, под другим углом, чем я думал раньше. And over years, that process has taught me a lot about myself and about this program. И в течение лет вот этот процесс научил меня очень многому о себе и о программе. Thank you. Спасибо, спасибо, Бари. Следующий вопрос. Как ты сейчас определяешь в 10-м шаге себялюбие и твой опыт после этого использования 6-го и 7-го шага? Бывают ли случаи, когда ты не звонишь и обсуждаешь с кем-то этот дефект? Okay. Barry, next question also is coming from the chat. Svetlana also is thanking you very much for your share and also thanking me for the translation. How do you define in the 10th step love for yourself and your experience in using after this, using steps 6 and 7, and are there any times, incidents when you don't call and don't discuss with someone this shortcoming? Actually, I would have to say my biggest problem is not discussing them with someone else often enough. Да, я хочу признаться, что одна из моих, пожалуй, самых больших проблем сегодня то, что я не обсуждаю в достаточной мере свои дефекты. I still have a tendency, even when I write things down, to only call my sponsor after a problem is passed. У меня до сих пор осталась вот эта штучка, что даже когда я вот напишу вещи и прописываю их, я позвоню своему спонсору только после того, как проблема уже ушла.
I have gotten better at it, but it's still a way that my ego stands in the way between me and my happiness. Есть у меня улучшение в этом, но до сих пор мое эго стоит между мной и моим счастьем. When I do step 10 and 11, I realize that I'm not a bad person most of the time. Когда я делаю шаги 10 и 11, я осознаю, что я не такой-то уж и плохой человек. What I found is that a lot of times I just did the best that I knew at that moment. Часто я нахожу, что я сделал лучшее, что я мог в тот момент. The paragraph right before the 9th step promises says that we can be free of these things if we honestly wish we had done something different. Параграф прямо перед обещаниями 9-го шага говорит о том, the paragraph before the promises you're talking about? Yes. I'm sorry. Here, let me find it here. Sorry, Boris. Give me just a second. No, it's fine. Right before the promises on page 82, I believe. Окей. Так что параграф до обещания здесь написано, что могут быть и проступки, которые нам никогда не удастся исправить. Они не должны беспокоить нас, если мы честно признаемся в этом. Признаемся в том, что загладили бы свою вину, если бы нам представился для этого случай. Есть люди, с которыми мы не можем встретиться, им мы должны послать откровенные письма. В некоторых случаях не следует действовать опрометчиво, но не нужно откладывать эти дела, если они зависят только от нас. Нужно вести себя разумно, тактично, смиренно, учитывая интересы других людей, но при этом не расшаркиваясь и не раболепствуя перед ними. Бог помогает нам прочно стоять на ногах. Мы не должны ни перед кем ползать и унижаться. And the last line in there, as God's people, we stand on our feet. We don't crawl before anyone. Последнее предложение. Бог помогает нам прочно стоять на ногах. Мы не должны ни перед кем ползать и унижаться. Taught me if I could be honest about the wrongs I had done, then I could be forgiven for those things also. Научила меня тому, что я могу быть честным о тех вещах, которые, плохих вещах, которые я сделал, и могу их исправить. Unexpectedly, it also taught me a lot of compassion for people who I was still angry and resentful at. И совершенно неожиданно это также научило меня состраданию к тем людям, которые сделали что-то не так по отношению ко мне, и на кого у меня была злоба и обида. I had blamed many of these people for why it was that my life was not happy. Я винил многих людей, почему моя жизнь была несчастной. But in this step, I realized that many of them had also been hurt and were doing the best that they knew how to do. Но в этом шаге я понял, что им тоже было больно, и они делали лучшее, что они могли делать в данный момент, в тот момент. My parents had not been perfect parents, but they honestly did love me. Мои родители не были идеальными родителями, но они честно любили меня. I realized that a lot of times they acted in certain ways because they were also afraid and they were also hurt. И я понял, что часто они делали вещи определенным образом, потому что они также боялись и потому что им также было больно. Forgiving them was a way to learn also how to forgive myself. Прощая их, было также возможностью научиться для меня, как простить себя. Forgiveness of others helps us far more than it helps the person we are forgiving. Прощение других помогает нам гораздо больше, чем это помогает им. Спасибо. Спасибо. Настя, пожалуйста, задавай свой вопрос.
Там Слава. Ну, сейчас Боря прочитал ему вопрос, уже один был. Давай сейчас ты следующий. Okay. Извините. Barry, I have a question for you. It's Anastasia. Are there any defects of character? Like, first of all, what is your favorite defect of character? And secondly, does it still work for you? Not in terms of like then you helping others, but maybe in other instances. Can you give an example of a defect that you still like and how it still works for you in your life, not pertaining to working with others, if it does? Боря, а ты можешь перевести для нас вопрос на русский язык, пожалуйста? Я думаю, Настя лучше меня переведет свой вопрос. Я у Бери спросила, есть ли у него любимый дефект, какой он, оставил ли он себе этот любимый дефект, и как этот любимый дефект работает на него, если он еще до сих пор работает, не применительно к служению, а просто в его частной жизни. Окей. The defect of character, which still works for me sometimes, is dishonesty. Дефект характера, который я до сих пор работает во мне, это нечестность. I still have a tendency oftentimes to just agree with the person in front of me when they have a very strongly held opinion. Я до сих пор иногда позволяю себе согласиться с человеком, с кем я общаюсь, если я вижу, что он сильно убежден в чем-то. Personally, I'm still terrified of confrontation. Я просто очень боюсь конфликтов и конфронтации. And that fear of confrontation inside of me can become anger very, very quickly. И этот страх конфликта внутри меня часто превращается в злость. To me, anger feels like strength and power. Для меня злость чувствуется, ощущается как сила и мощь. And it's still hard for me sometimes to control that anger, even in Alcoholics Anonymous. И для меня иногда тяжело контролировать мою злость, даже в анонимных алкоголиках. I don't attack people or anything, but I still find myself holding on to resentments long after they've passed. Я не атакую людей, но я замечаю, что я держусь за эти обиды и резентменты долго после того, как уже сам инцидент прошел. So my dishonesty and desiring to avoid confrontation probably still helps me avoid giving in to my anger. Мое желание избежать конфронтаций и конфликтов часто подкармливает, наверное, мое вот это чувство злости, которое приходит потом, вот это сдерживание. America right now has one of the worst political situations I've ever seen in my life. Сегодня в США одна из самых плохих политических этапов, моментов, которые я когда-либо видел в своей жизни. There are many good people who have extremely strong opinions they will not budge from. Есть много очень хороших людей с очень крепкими убеждениями, сильными убеждениями, от которых они ни в коем случае не могут отказаться. Avoiding political debates has been dishonest because it means I'm pushing down how I feel about certain issues. Избегание дискуссий на политические темы значит, что я был нечестен, потому что я запихиваю свои страхи внутрь себя. So some dishonesty
helps me avoid very heated, powerful arguments. И какой-то уровень нечестности помогает мне избегать напряженные политические дискуссии на повышенных тонах. Other than that, I remind myself that my biggest defect of character is always going to be my ego. Помимо этого, я всегда напоминаю себе, что один из самых моих больших дефектов характеров всегда будет мое эго. But that ego actually can work to the advantage when it causes me to take greater pride in my work. Но это эго также может быть и достоянием, помощью, когда мне нужно немножко гордиться своей, возможно, немножко гордиться своей работой. So when I take pride in my work, I am helping other people, but also there is a selfishness to wanting to be acknowledged for that. Когда я горжусь своей работой за то, что я помогаю другим людям, и несмотря на то, что я им действительно, может быть, помогаю, но я замечаю, что мне нужно, чтобы меня поблагодарили за это, и чтобы это заметили, чтобы это было отмечено. Remember in 6 and 7 and the 12 and 12, Bill reminds us none of us will ever have these defects completely removed. Вспомним, что в книге 12 на 12, в шагах 6 и 7, Билл говорит нам, что дефекты характера никогда не будут полностью, никогда из нас полностью не уйдут. Все, спасибо. Thank you. Спасибо. И если можно, у нас последний вопрос. Осталось буквально 4 минуты. Слава, если хочешь, можно дать свой вопрос коротенько, чтобы получить такой же коротенький ответ. Спасибо большое, ребята. Если можно, я по-английски, хорошо? Спасибо огромное, Барри, спасибо, Боря, спасибо за организацию. So, Barry, my question is returning to the same question which I asked. So, I'm talking about the step 10. You recognize the selfishness during the day. When you recognize it, so the first thing, how do you apply 6 and 7 to it? Yeah, because the first recommendation in the big 4-4, it's 6 and 7, right? So that's what I need. I recognize it. How do you recognize it? That's number one. Number two, do you always share it with somebody, which is recommendation number 2? And if you're not sharing, what is your feeling? How do you feel after it? That's my question. So, because there is, you know, there are two. Your speech is resonated to me so much. I'm from the same family with the same story. I understand what you're talking about. All the speech, I'm really grateful, appreciate what you said. But the biggest thing is dishonesty, fear, resentment, pretty obvious for me. But selfishness, it's my high. And this is really very big issue for me. Thank you so much if you understand. Слава, переведи, пожалуйста, себя для наших Just a second, I need to translate it. Ребят, вопрос по поводу 10-го шага. Да, в книге написано себелюбие, нечестность, страх или злоба. Меня интересует себелюбие, что в английской версии это называется эгоизмом. В чем проявляется, как Бари определяет эгоизм в течение дня в 10-м шаге, какие он использует молитву, что он использует для того, чтобы избавиться, используя 6-7 шаг, и использует ли он рекомендацию всегда звонка или нет, и был ли у него опыт, когда он не звонил, насколько разница в его ощущениях была, что он признавался в эгоизме кому-то или не признавался. Thank you, Barry. Thank you, guys. Спасибо огромное всем, ребят. Спасибо, Слава. Thank you, Slava. The easiest way to tell about it is when I have small feelings of being disturbed after a situation. Самый легкий способ определить это когда я чувствую обеспокоенным в какой-то ситуации. Years ago, I tried to be that person who shared something that was too honest inside of a meeting.
Несколько лет назад я пытался быть тем человеком, который пытался поделиться чем-то на группах, что, может быть, было слишком честным. I would share about things regarding sex, things regarding child abuse, things that happened to me throughout the years, in a manner that was too frank and too honest. Я рассказывал на группах о детстве, о сексе, о других вещах в такой манере, которая была слишком открыта и слишком честным. On the outside, there was nothing wrong with being fully honest inside of an AA meeting. Снаружи это могло показаться, что нет ничего неправильного в том, что я пытаюсь быть честным и открытым на группе анонимных алкоголиков. But on the inside, I had the motive of looking good in front of the other people in the meeting. That's why I had shared. Но внутри я знал, что мотивацией такого рассказа и такого выступления на группе было то, чтобы казаться хорошим и выглядеть хорошо в глазах других алкашей анонимных. After a while, I would begin to recognize how it was I would feel disturbed sometimes after I had shared like that. И через какое-то время я начал замечать, что я чувствую обеспокоенность и неудовлетворенность, раздражение после таких вот выступлений и высказываний. When I was doing inventories, when I was meditating on this, I realized that I had these motives I was not being honest about. Когда я проводил инвентаризацию и медитировал о таких вот вещах, я начал понимать, что моя мотивация была не честной, не прямой. I soon realized that there are often times in which what I was doing on the outside was the right thing to do. Я понял через медитацию, что вещи, которые я делал, выглядели правильными снаружи. But on the inside, I would notice that I often had a hollow feeling after I had done these things. Но часто я замечал, что внутри себя у меня было ощущение пустоты после таких поступков. I began to be disturbed by these things, and that is what it is that when I was about 4 years sober, caused me to get a new sponsor. Я начал ощущать чувство неудовлетворенности после таких вещей, и это подстегнуло меня для того, чтобы взять себе нового спонсора. He was the sponsor I had who demanded that I do regular 10th and 11th step inventories. И это был тот спонсор, который требовал от меня, чтобы я регулярно проводил инвентаризацию 10-го шага. What I noticed was that a lot of times when I did these things, I had a small feeling of fear and anxiety before them. Я обнаружил, что часто перед тем, как сделать такую вещь, у меня было уже небольшое чувство страха и какой-то тревоги перед тем, как делать такой поступок. This fear and anxiety manifested itself by me being super aware of who was in the room and who was watching and listening to what I was doing. Это чувство страха и тревоги сделало меня, позволило мне полностью осознавать, кто находился в комнате и кто смотрел на меня. In America, we have a saying that says that our alcoholism is out in the parking lot doing push-ups.
В Америке мы часто говорим, что мой алкоголизм сейчас на парковке там отжимается. But my alcoholism wasn't doing that. My alcoholism was taking acting classes. Но мой алкоголизм не отжимался. Мой алкоголизм был на уроках актерского искусства. No matter what I looked like on the outside, when I did my inventory, this was still that same old desire to please other people. И несмотря на то, как вещи выглядели снаружи, когда я проводил инвентаризацию, я обнаружил, что это было старое доброе мое желание удовлетворить и угодить и выглядеть хорошо в глазах других людей. The more often I did these inventories, the more often I noticed that I still sought the approval of others. И чем чаще я проводил такие инвентаризации, тем чаще я замечал, что я искал оправдания других людей. And after that, I began to realize that that was what happened before I engaged in these defects of character. И после этого я начал осознавать, что это то, что я ощущал перед тем, как начать такие вот поступки, да. The approval of other people could be just as intoxicating to me as the liquor could. Произвести впечатление на других людей для меня вводило меня в такую же интоксикацию часто, как и алкоголь. And I was going to engage in these defects of character as long as my ego still got that charge out of them. И я продолжал бы и продолжаю использовать вот эти дефекты характера, пока мое эго подзаряжается от них. Performing a lot of inventory taught me what happened to myself right before I did these things. Часто инвентаризации помогают мне определить и замечать то, как я себя чувствую прямо перед тем, как я начинаю делать такие вещи. When we say remove these defects of character, we often think they blow up like in a mushroom cloud. Когда мы говорим избавиться от этих дефектов характера, мы часто думаем, что они просто вдруг взорвутся, как грибной, да, грибной этот взрыв. Ну. But 10 and 11 don't blow them up, they erode our defects of character. Но в 10 и 11 шаге они не взрывают наши дефекты характера, они их медленно искореняют. And I began to notice when it was that I felt afraid and wanted to impress someone else. И я начал замечать то, когда я себя чувствовал испуганным, и когда я хотел произвести впечатление на других. And slowly I just started to recognize them earlier and earlier. И медленно я начал узнавать это раньше и раньше. And, you know, all of this began with two things. Все это началось с двух вещей. All of this began with me recognizing that hollow feeling that I often had after I had done something wanting public approval. Первое – это то, что я начал замечать, вот это ощущение пустоты после поступков, которые я делал с целью, чтобы впечатлить других людей. And after I started doing my nightly review. И после того, как я начал делать мои каждовечерние инвентаризацию.
You should feel free to call me in the future if you have any other questions about this. It's a long process. Барри предлагает Славе звонить, когда он захочет, если у него будут еще какие-то вопросы по этой теме. Окей, огромное спасибо. Наша спикерская подошла к концу. Поблагодарим еще раз спикера за его. Окей, thank you, Barry. Спасибо, Боря, за перевод.